Однажды, в тихом лесу глубоко в горах, жила молодая и отважная девушка по имени Алиса. Всегда увлекавшаяся природой, она проводила большую часть своего времени, исследуя окружающие ландшафты и ухаживая за животными. Одним теплым летним днем, когда песня птиц звучала особенно чарующе, Алису привлек посвист вдалеке от тропы. Девушка пошла в направлении звука и обнаружила раненого волка, косящегося в ее сторону с беспокойным взглядом. Обессиленное животное слабо дышало и было окружено осколками заметной ловушки. Алиса, переполненная состраданием к существу природы, подошла ближе, осторожно стараясь не пугать волка. Она была свидетельницей многих удивительных связей между животными и людьми и верила, что каждый существующий организм несет с собой определенное значение. Не глядя на опасность, Алиса сняла заметную ловушку, ранила руки и подвязала раны волка, используя лианы и куски ткани, которые она нашла поблизости. Вскоре волк пришел в себя и зажмурил глаза, выражая благодарность на свой неразборчивый, но впечатляющий способ. С течением времени Алиса и волк стали сильно связанными. Волк стал ее постоянным спутником, следовал за девушкой по каждому пути, охранял ее от опасности и позволял ей украсить свою собственную историю смелостью. Их взаимодействие привлекало внимание других людей, но Алиса не обращала внимания на их осуждение и продолжала дружить с волком, ощущая его доброту и преданность. Один пасмурный день, когда осень наступила, волк привел Алису до заброшенного дома, находящегося на самом краю леса. Он уперся перед входом, глядя на нее с упорной решимостью. Алиса почувствовала, что волк хочет показать ей что-то важное. Войдя в дом, она обнаружила старого, бездыханного мужчину. Его глаза были заполнены скорбью и отчаянием. Девушка, ошеломленная происходящим, поняла, что волк привел ее к месту, где они вместе могли помочь этому незнакомцу. Она начала по праву своего опыта оказывать помощь, вытирая кровь и прикладывая теплые компрессы к его ранам. По мере того, как недели и месяцы проходили, мужчина пришел в себя и восстановился благодаря заботе Алисы и волка. На протяжении этих сложных моментов Алиса и волк стали неразлучными защитниками человека, которого они спасли. Он рассказал им, оказавшись в столь открытой и безопасной обстановке, о своих ошибках в прошлом и о том, как он поклялся изменить свою жизнь. Спустя годы, когда волк старел и силы покидали его, мужчина, которому Алиса и волк сумели обеспечить новый шанс жизни, открыл приют для животных, ведомый некогда бездомными, но теперь благодарными обитателями дома. Алиса и волк продолжали помогать ему, и в добрые дела служили вдохновением другим. Таким образом, благодаря безусловной любви и состраданию Алисы, она и волк обрели друг друга и сумели изменить не только свою жизнь, но и жизни других, продолжая открывать новые горизонты добра и надежды. Они стали примером того, что доброта и сострадание не знают границ, и каждый из нас имеет возможность спасти кого-то или что-то существенное в этом мире. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.